Всем доброго времени суток. Вот сегодня у нас такая хорошая погода и морозно, минус 20 градусов. Вот Джентра постоял на улице всю ночь. И вот хочу сейчас вот запустить просто ради разнообразия, послушать вот как работает двигатель, какие у него сейчас обороты вот прогревочные, ну и так далее и тому подобное. Сейчас для этого я открываю капот, сразу открою капот, а потом запустим двигатель. Ну и посмотрим сейчас, как запускается двигатель в такой мороз. Так, открываю машину. Сейчас сразу открою капот. О, все, снегу тут. Так, сейчас, чтобы сразу нам будет послушать его. Так. Вот капотик у нас тут. Так, ну все, сейчас буду запускать двигатель. Так, запускаем двигатель. Все, снегу. И потом сейчас сразу запущу двигатель, посмотрим, подойдем к нему и посмотрим, как он работает. Так, обороты смотрим, прогревочные. Так, сейчас плохо видно. Сейчас. Прогревочный оборот 1400 где-то получается. Ну все, идем к двигателю. Так, вот так вот работает у нас двигатель. Гидроусилитель вообще не слышно, как работает. Слышно, как форсунки цокают. Ну, довольно-таки такие обороты, все-таки вот 1400 оборотов. Но было у меня видео насчет этого дела. Я прошивал программным обеспечением, это делал. То есть где-то он должен около минуты-полторы поработать на повышенных оборотах, а потом понизиться. Он нормально работает. Ну вот все начинает прогреваться. Сейчас пойдем посмотрим обороты. Так, ну я с другой стороны залез. Сейчас посмотрим. Вот. Но уже вот 1200 оборотов. Вот где-то минут поработало. Вот и поэтому, друзья, хочу что вам сказать. Что он при таких оборотах на холодном пуске выжимной подшипник или там гул какой-то в коробке, какой-то звук посторонний там вот были. Друзья писали мне в комментариях, что за звуки такие вот на холодном пуске. Вот при таких оборотах никаких звуков нет. Вот поэтому я их такие и сделал. А вот до того, когда были обороты еще, ну, как бы заводские, когда двигатель запускаешь, он сразу падал там до 900, до 850 оборотов. Какой-то стоял в коробке звук посторонний. После того, как я вот это все сделал, все прошло. Вот, все. Сейчас обороты будут падать до нормы. Да, еще забыл сказать. То есть не сказать, а посмотреть, какие у нас тут пробег-то. Сейчас я включил габариты. Так. Вот. Какой у нас пробег. Ну, машин ездит не очень много, и поэтому такой пробег небольшой. Можно сказать, за 6 лет. Ну так, друзья, в конце хочу сказать то, что я это снял ролик для тех, кто, ну, кому интересно. Может быть, какой-то интерес. Как работает двигатель, какие обороты двигателя, как
работает сам, как форсунки стучат, как визжит гидроусилитель. На самом деле он не визжит, а вообще работает тихо. Между прочим, в этой машине здесь вообще никаких проблем с этим гидроусилителем не было. В Raoni R3, конечно, немножко были проблемы после того, как я заменил масло на другое гидроусилитель. Все это пропало. Все, друзья, спасибо, что смотрите. Всем здоровья, всем удачи, до новых видео, до свидания.